Здравствуйте, с вами Тора Квест, и меня зовут Люба Барсеф, я из Израиля. Я Лара Троиновская из Москвы. Всем привет! Мы продолжаем рассказывать про недельные главы Торы, и сегодня обсудим 4 главу Ваира. И открылся. Внизу вы можете найти ссылку на первоисточники и на литературу, а также на предыдущие выпуски нашего блога. Читайте Тору, это увлекательно. В самом начале главы Авраам сидит у своего шатра, и к нему приближаются 3 странников. И он возвел очи свои и увидел. И увидев, он побежал навстречу им, и от входа в шатер, и поклонился до земли. Авраам гостеприимно встречает их. Один из гостей, гости эти, ангелы под прикрытием, сообщает Аврааму, что ровно через год бесплодная Сара родит сына. Сара смеется, ей уже 90 лет, она не верит в такое предсказание. Сара внутренне рассмеялась, сказав: «После того, как я состарилась, будет у меня молодость, да и господин мой стар». Авраам пытается вымолить у Всевышнего прощения городу Содому, который хотят уничтожить ангелы за нечестивое поведение его жителей. 2 ангелов приходят в обреченный город, где Лот, племянник Авраама, оказывает им гостеприимство и укрывает от толпы содомитян. Ангелы уничтожают город, выведя из него предварительно Лота с семьей. Жена Лота оглядывается назад, хотя делать это запрещено, и тут же превращается в соляной столб. Этот столб до сих пор стоит недалеко от Мертвого моря. Бог дарит сына Саре Аврааму, которого называют именем Исаак, что значит «рассмеется». Помните, как смеялась Сара предсказанию о рождении сына? На момент рождения сына Аврааму 100 лет, а Саре 90. По просьбе Сары ее служанка Агарь и Ишмаэль, сын Агарь и Авраама, изгоняются из дома. Ишмаэль чуть было не умирает в пустыне, но Бог спасает его. Кульминация этой главы – Бог испытывает Авраама, повелевая ему принести Ицхака в жертву на горе Мория. «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака, и принеси его там во всесожжение». Авраам безропотно возложил сына на жертвенник, связал его и уже занес над ним нож, когда ангел, посланник Бога, остановил его, а нашедшийся неподалеку ягненок был принесен в жертву вместо мальчика. Что для нас самое интересное в этой главе? Во-первых, почему именно Авраам, а не Адам и не Ной, например, нарекается праотцом еврейского народа? И что важнее, отношения с Богом или с людьми? Почему Сара была бесплодна? И как она родила в свои 90? А главное, как так, что Авраам готов был принести своего единственного сына в жертву, даже и по велению Божьему? Мы с вами находимся у одной из старейших израильских больниц – Шаарей Цедек, ворота справедливости. Она была основана в начале 20 века. Отличительная особенность этой больницы в том, что наряду с самым современным оборудованием и научным подходом к медицине, больница работает по еврейским законам, законам Аллахи. И помимо главного врача, многие спорные вопросы здесь решает главный раввин больницы. Именно поэтому эта больница так популярна у самых религиозных жителей Иерусалима. Здесь огромное отделение занимается искусственным оплодотворением, так как это разрешено по еврейским законам. Здесь даже есть шаббатный лифт. Тот самый, который останавливается на каждом этаже, и тебе не надо нажимать кнопку. Потому что кнопки в шаббат нажимать нельзя, а лечиться и спасать жизни можно и нужно. Почему именно Авраам нарекается праотцом еврейского народа? Ответ, очевидно, таков. Когда Господь сказал Ною, что он собирается уничтожить человечество, Ной ничего не ответил и стал безропотно строить ковчег для своей семьи и животных. Он был готов защитить свою семью, судьбы других его не трогали. В отличие от Ноя, когда Авраам слышит, что Содом будет разрушен, он сопротивляется этому наказанию до последнего. Он торгуется и просит изменить решение Господа. Мы наблюдаем базарную сцену, когда Авраам постепенно просит опустить цену с 50 праведников, потом 45, 30, 20 и, наконец, до 10. В 5 раз. Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть 50 праведных в этом городе? До последнего момента он надеется, что у жителей Содома найдется хотя бы слабый потенциал человечности. Когда уже становится понятно, что ничего не исправить, он переживает об их гибели. Важнейшее качество Авраама – он готов спорить даже с Богом. «Не подобает тебе делать подобное, – говорит он Господу, – чтобы губить праведного вместе с нечестивым». Со времен Авраама от еврейского лидера любого масштаба ожидается, что он будет заботиться о слабых и помогать обездоленным. Еще один важный момент.
В этой главе Торы подчеркивается, что хорошее отношение к людям важнее всего. Даже важнее отношений с Богом. Аврааму открылся Бог, а потом перед ним появились 3 странника, и он прерывает свой диалог со Всевышним ради того, чтобы достойно встретить своих гостей. И сказал: «Вот, господа, заверните в дом раба вашего». Бог на это не только не сердится, но и поощряет. Лот также гостеприимен с ангелами. Он сильно упрашивал их, и они завернули к нему. И сделал он им пир. Одно из прегрешений жителей Содома и Гоморры было как раз в том, что они были жестоки с гостями. Отсюда вытекают законы гостеприимства еврейских домов. А я, например, начинаю понимать, почему дома моих родителей и бабушки были такими хлебосольными и открытыми для гостей. В современном Израиле эти традиции также поддерживаются. В шаббат принято звать к себе за стол не только родственников и друзей, но и совершенно чужих людей, которым негде провести этот день. Особенно это касается солдат-одиночек, всех тех, у кого семьи живут в других странах. Израильские семьи готовы драться за право принять у себя солдата-срочника. Мы долго думали над самой, наверное, драматичной историей Торы – жертвоприношением Исаака. Как так вышло, что Авраам был готов принести сына в жертву? Наше материнское нутро протестовало против этого сюжета. Честно, мы долго искали ключик к этой истории. Но потом вдруг пришло понимание. Авраам – первопроходец, революционер. Его шатер открыт всем, кто готов слушать про единого Бога. Он фанатик, в самом хорошем смысле этого слова. Но его собственный сын оказывается жертвой занятости и увлеченности отца. У отца нет достаточно времени, сил, энергии, чтобы потратить их на сына. Все идет на продвижение великой идеи. Жертвоприношение условное. К счастью, Исаак остается жив, и со временем он становится продолжателем дела отца. Возможно, это жертвоприношение – переломный момент в отношениях отца и сына. Знакомый типаж? Бен Иуда, создатель современного иврита, фанатик, благодаря которому у государства Израиль есть свой язык. Его сын был первым ребенком, который с рождения говорил только на иврите. Но вот незадача. Вокруг не было ни одного ребенка, который мог бы говорить с ним на одном языке и просто поиграть с ним. Теодор Герцель, первый сионист, основоположник идеи еврейского государства, умер, когда его дети были еще совсем маленькими. Оказалось, что все деньги и деньги своей жены он потратил на развитие сионистского движения, а его семье не на что было существовать. Но сейчас невозможно представить, что было бы с историей, не будь эти личности такими фанатами своих идей. И еще один момент этой главы мы считаем очень важным и заслуживающим обсуждения. Это чудо рождения Исаака. Сара забеременела, когда ей было 90 лет, и давно уже не было месячных. Авраам же и Сара были стары, пришедшие в лета. Перестала быть у Сары обычной у женщин. Сказочный факт. Возможно, какая-то путаница в цифрах. Но реальность такова, что женский цикл у нее прекратился. И после этого она смогла родить сына. Всех наших 4 праматерей, праматерей еврейского народа, отличает общая история – бесплодие. Сара, Ривка, Рахель страдали от бесплодия, а у Леи было вторичное бесплодие. После 4 сыновей она долго не могла забеременеть. Для евреев рождение детей – святая обязанность, одна из величайших и важнейших заповедей. Плодитесь и размножайтесь, пру урву. Так что же нам хочет сказать Тора тем, что все наши праматери бесплодны? Этот эпизод учит нас тому, что даже, казалось бы, в самых безнадежных ситуациях можно найти выход, и никогда не стоит терять надежду и смиряться с ситуацией. Есть ли что-либо недостижимое для Бога? Наша страна, Израиль, находится на первом месте в мире по лечению бесплодия. Более того, государство полностью оплачивает это лечение и не ограничивает количество попыток забеременеть. Пока не родится ребенок, надо продолжать пытаться. Кто бы мог подумать, но такая медицинская политика современного государства основана на посыле из Торы. Если уж наша праматерь Сара могла забеременеть в 90 лет, значит, практически любой женщине это под силу. Вопрос этой недели. Трудно ли вам просить прощения? Удачи вам, легкости в жизни. Пока-пока. Друзья, до следующей недели. Оставайтесь с нами и учите Тору. Это современно.